Всем привет, с вами Лёша, Pop Music, и сегодня мы тыкаем сразу в две консольки фирмы Behringer. Это у нас Behringer Q1202 USB и ее младшая модель Behringer Q1002 USB. Поехали! Итак, давайте взглянем на комплектацию, вскроем коробочку с десяткой, так как по заполнению они абсолютно идентичны. В комплекте поставки у нас имеются мануалы с наклеечкой Behringer, сам пульт, кабель USB для подключения пульта к компьютеру и питание для пульта. Чем же нас сегодня порадуют ребята из Behringer? Давайте взглянем на один из пультов. 12 входных каналов, 4 моно и 4 стереолинейки. Разъемы Tape-in, Tape-out для подключения плееров и различной внешней периферии. Выходы, мастер-выход, разъем Phones, спаянный с разъемами Control Room для подключения внешних мониторов. Разрыв под внешние эффекты, о нем чуть-чуть попозже. Наш старый друг Pahom на 48 вольт, позволяющий подключать любой конденсаторный микрофон. Усиление сигнала, подаваемого на FX посыл, о нем опять же чуть позже. Маршрутизация на выходные разъемы и на подмешивание FX-сигнала к мониторному миксу Control Room. Независимое усиление для Control Room и Main Out. Ну и LED светомузыка, куда же без нее. Теперь давайте взглянем на входные линейки пульта. На монолинейках расположены разъемы XLR и TRS для симметричных и несимметричных подключений. Входное усиление, компрессор, трехполосный эквалайзер с клавишей Lockup. Протестируем эквалайзер. Верхние частоты, верхние частоты, верхние частоты, верхние частоты, верхние частоты, верхние частоты. Средние частоты, средние частоты, средние частоты, средние частоты, средние частоты, средние частоты. Ну и, конечно же, наши любимые нижние частоты, нижние частоты, нижние частоты, нижние частоты, нижние частоты, нижние частоты. Отлично. Кнопочка Lockup. Локат включен, локат выключен. Посыл на FX шину, о нем поговорим чуть попозже. Регулятор панорамы. Панорамку крутим в одну сторону, крутим в одну сторону. Панорамку крутим в другую. Панорамку на центре панорама. И регулятор выходного усиления. Переходим к стереолинейкам, их функционал урезан до необходимых. Разъем TRS для симметричных и несимметричных подключений. Посыл FX на внешние эффекты, о нем поговорим чуть позже. Регулятор панорамы, а также выходное усиление. На задней стороне пульта располагается разъем под питание и разъем USB соответственно. Кстати, приставка USB означает, что пульт имеет встроенный аудиоинтерфейс на борту, который позволит нам записывать выходной стереомикс. Так же, как и во всех пультах этой серии, встроенная карточка пишет только выходной стереомикс пульта, но нехитрыми манипуляциями с балансом, о которых уже знают наши подписчики, можно заставить карту независимо писать сразу два моноканала. О том, как это работает на практике, чуть позже в тестах. Отмечу, что 10-я модель абсолютно идентична 12-й. Отличие заключается лишь в количестве их входных каналов. Наш любимый компрессор от фирмы Behringer. Компрессор идентичен тому, который стоит на Q502. Кстати, если не смотрели наш ролик по 502-му Behringer, то обязательно гляньте. Я там подробно рассказывал про компрессию. В целом, особой компрессии я и не слышал. Компрессор. Есть усиление выходного сигнала, но как-то он не очень сжимается, как это положено делать компрессору. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Особого сжатия, конечно, тут не слышно, к сожалению. Сейчас давайте разберемся с FX посылом и как его правильно использовать. Собственно, FX Send — это посыл на внешние эффекты. Работает все очень просто. Берем внешний процессор эффектов, в нашем случае это NanoVerb от Alesis, и коммутируем его input с FX посылом на пульте, а output заводим в свободную стереолинейку. Таким образом, набрав необходимые дорожки в FX посыл, мы посылаем их на процессор, а с него получаем обработанный сигнал на стереолинейке. Теперь просто подмешиваем со стереолинейки столько обработанного сигнала, сколько нам нужно. Кстати,
FX-шину можно использовать и как мониторный посыл, но об этом уже в другом видео. Теперь немного о драйверах и как подключить вашу консоль к компьютеру. Вообще, железо от Behringer поддерживает функцию Plug and Play, то есть она сама устанавливает все необходимые дрова к вам на компьютер. Но если этого не произошло, то все необходимые установщики можно скачать с официального сайта Behringer. Достаточно лишь выбрать нужную модель и вуаля, все прекрасно работает. Не забудьте только перезагрузить компьютер после установки. Вот и настало время долгожданных тестов. Сегодня мы будем использовать ту же самую методику, которую использовали с 502-м Behringer. То есть мы будем писать стереомикс. На один канал у нас будет приходить вокал, а на второй канал у нас будет приходить минус. Это дает нам возможность на постпродакшене работать с вокалом отдельно от минуса, накладывать на него различные плагины и обработку. Well, I don't know how I came here tonight. I gotta feel that something right. I'm so scared in case I follow my chair, and I wanna go and get downstairs. Clowns to the left of me and jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I am stuck in the middle with you, and I wanted what I should do. It's so hard to keep this smile from my face. Lose control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me and jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Well, we started all with nothing, and now we're proud of self-made man. And your family comes and going, slap you in the back and say, please. Yeah, I don't know how I came here tonight. I gotta feel there's something right. I'm scared in case I follow my chair, and I wanna go get downstairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I am stuck in the middle with you. You know I'm stuck in the middle with you. Yeah, yeah, stuck in the middle with you. Что же в итоге можно сказать об этих пультах? Как и любая техника данной ценовой категории, они шумят. Эти пульты можно смело использовать для проведения репетиций, каких-то маленьких лайфов, караоке и так далее, но от записи студийной лучше воздержаться. К великому удивлению обывателей, отсутствие надписи Hi-Z все равно позволяет писать гитары и басы в линию, без особых качественных изменений. Опять же радует отличительная особенность фирмы на букву «Б» — цена, крайне низкая цена. Ну и наличие встроенного аудиоинтерфейса позволит вам послушать, что же вы такого воспроизвели за время вашей репетиции. Ну, а на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч!